Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Тщательно осмотрев окрестности, Бэрон отправляется к Дилану. Он спрашивает, в порядке ли она, и обнимает ее. Когда Дилан спрашивает о Шаире, он отвечает, что его убили. Затем Бэрон извиняется перед Диланом и говорит, что ему не следовало приводить тебя сюда. Когда Дилан узнает, что его телохранители были убиты, он говорит: «Боже мой, это ужасно», и Бэрон снова сажает его в машину, чтобы мы могли вернуться в особняк. Он говорит Акифу: «Мы возвращаемся в особняк, поговорим», и садится в машину. Джавахир все время следует за ними. Потом он думает про себя: «Ах, поэт, ты потерял свою жизнь ради ребенка, это все твоя вина, но мне нужны с собой новые мужчины, я должен вернуться в тот дом как можно скорее и получить деньги, у меня нет другого выбора». Пока Харун и Ясмин задаются вопросом, что случилось, когда Цветок ушел, Джевдет и Цеври ругают их и уходят. Когда Баран и Дилан возвращаются в особняк, их приветствуют господин Ферат и Кудрет. Когда они думают, что поэт разговаривает и задают вопросы, Баран говорит ему, что он мертв. Один из охранников говорит, что он жив, но никто не узнает, кто бы этот человек ни был, он нас знает. У них в голове возникают вопросы о том, кто бы это мог быть, а с другой стороны, они ищут беглого охранника. Когда Дилан идет в комнату, она рассказывает Гэже Азаде и Гулю, что произошло. Когда Баран входит в комнату, выходит госпожа Азади и Гуль. Когда Бэрон затем говорит Дилану: «Ты был прав насчет того, чтобы научиться пользоваться оружием», Дилан говорит: «Откуда это взялось?» Бэрон говорит: «Чтобы защитить себя и нашего сына, когда ты один». Дилан встает рядом с ним, и когда его лицо падает, Бэрон спрашивает, что это: «Разве ты этого не хочешь?» Дилан говорит: «Нет, мне бы не пришлось этого делать». Бэрон говорит, что ты невиновен, очень чист, ты заслуживаешь такой же прекрасной жизни, как и ты, и это все моя вина. Когда Дилан прерывает его, говоря: «Не говори этого», Бэрон говорит: «Я твоя любовь, это самый прекрасный подарок в мире». Гизем, сотрудница особняка, пошла на рынок, но Гуль становится подозрительной и гонится за ней, спрашивая, где она. Затем она вспоминает, что девушка сказала мне, что это правда, и бормочет себе, что ей нельзя доверять. «Кто-нибудь больше?» Бэрон и Дилан с ящиком пустых бутылок в руке приходят на тренировку по стрельбе. Когда Дилан берет пистолет в руки, он говорит: «Я до сих пор боролся за мир», как будто ношение оружия сейчас нанесет ущерб этим ценностям. Баран говорит: «Посмотри, Дилан, ты научишься защищать себя и нашего сына, ты мои драгоценные». Затем он учит его, как держать пистолет и как прицеливаться, и уходит, чтобы попробовать его. Дилан прицеливается и закрывает глаза. Когда Бэрон спрашивает, как можно стрелять с закрытыми глазами, Дилан отвечает, что я не могу стрелять с открытыми глазами. Баран говорит: «Открой глаза, осмотрись и стреляй». Дилан стреляет, но тот превращается в караван, тогда Баран берет его, стреляет и попадает первым выстрелом. Дилан пытается еще раз, но безуспешно. Бэрон обнимает ее сзади и стреляет, когда они целятся вместе. Дилан пытается снова и снова, и когда он, наконец, достигает цели самостоятельно, он становится очень счастливым и обнимает Барана. Гуль постоянно находится на страже, на этот раз за ним наблюдает один из охранников. Он говорит Ферату, что разговаривает по телефону с утра и определенно что-то задумал. Когда Ферат зовет к ним мужчину и спрашивает, с кем вы разговаривали с утра, Казым объясняет, что ребенок моей жены и джентльмена болен, и поэтому я о нем думаю. Затем он дает Казиму разрешение и отправляет его домой. Когда Дилан приходит в их комнату, он очень рад, потому что научился пользоваться пистолетом, затем останавливается и говорит: «Боже мой, это не я очень рад, что воспользовался пистолетом. Я вообще не люблю оружие». Затем Дилан говорит, кто нашел дом Шаира и как вы действовали очень осторожно, кому-то или кому-то нелегко найти это место.
Бэрон говорит да, но ему приходит в голову, что в его машине может быть устройство GPS, и он выбегает из комнаты и начинает обыскивать всю машину. Затем он находит устройство и говорит Дилану: вот устройство слежения. Когда Дилан спрашивает, кто может это разместить, Нусрет, пропавший охранник, отвечает, что это может быть он. Затем он надевает его обратно, и Дилан спрашивает: почему ты надеваешь его обратно, нам нужно от этого избавиться. Бэрон говорит: вы очень умная женщина, вы ведь знаете, что это нам пригодится, верно? Мы нашли это благодаря вашему скептицизму и бесконечным вопросам. Чтобы Ясмин не говорила, чтобы успокоить Севрии, это не поможет. Пока Баран думал, что никто, кроме Нусрета, не мог разместить устройство слежения, он определенно работает с Шаиром, в комнату внезапно врывается Дилан. Когда Бэрон видит ее такой взволнованной, он думает, что что-то произошло. Дилан сообщает Барану, что в доме, где остановился Шаир, есть подсказка, поэтому ищите еще раз. Баран говорит, что было бы лучше еще раз осмотреть этот дом вместе с Фератом. Джавахир приходит, чтобы войти в дом, но не может войти, потому что Баран поставил своих людей перед домом. Когда она замечает приближающегося Барана с помощью устройства слежения, она уходит, думая, что было бы лучше, если бы ее не видели. Баран и Ферат входят в дом и начинают осматриваться. Они ищут повсюду, и Бэрон находит много денег, спрятанных в сумке внутри подушки. Потом он думает, что они не прячут эти деньги, а что он ждет времени, чтобы их получить, и тогда он хочет спросить Дилана, как ему с этим поступить. Джевид очень расстроен, и Харун просит его собрать его как можно скорее. Пока Дилан находится в комнате, приходит Бэрон. Когда Дилан спрашивает, нашли ли вы что-нибудь дома, Бэрон говорит, что мы нашли большую сумму денег, и он захочет вернуться и забрать ее. Он говорит, кто бы ни был этот человек, он не может прийти, потому что мужчины у дверей, я оттащу мужчин и подожду его дома. Дилан внезапно кричит «нет» и паникует. Бэрон пришел к нам домой, чтобы убедить ее, и сказал: я не могу допустить, чтобы подобное повторилось. Когда Дилан спрашивает, что если он пострадает, Бэрон говорит, что не придет, я приму меры предосторожности. Когда Дилан говорит, что примет одно условие, Баран говорит: хорошо, я пойду с Фератом. Когда Дилан говорит: будь осторожна, что произойдет, Бэрон обнимает ее, говоря: не волнуйся, вся эта ерунда закончится, на этот раз все закончится, он заплатит цену за то, что сблизился с тобой и моим сыном. Когда Ферат рассказывает Гулю о плане, Гуль спрашивает, не может ли она пойти, Ферат говорит: я не могу оставить брата одного, мне нужно идти. Смейся, но будь очень осторожен, приходи безопасно и приходи с моим братом Бараном. Ферат продолжает превращать вещи в детский бизнес. Потом они говорят друг другу, что очень любят друг друга. Гуль говорит: пожалуйста, позаботься о себе и не оставляй меня без тебя. Пока Бэрон любит Мирана и прощается с ним, Дилан плачет. Когда Баран возвращается и говорит: не делай этого, я очень боюсь, говорит Баран. Он прощается с Диланом и обнимает его, говоря: я вверяю тебя сначала Богу, а затем друг другу. Дилан и Гуль, сопровождающие Ферата и Барана до двери, обнимают своих мужей и плачут от страха. Пока Гуль Ферат дежурит на карауле, она готовит ему кофе и подает его, чтобы он не спал утром. Когда их мужья уходят, они продолжают смотреть друг на друга. Ферат вызывает охранников и просит их уйти из дома. Затем, когда он говорит Барану быть осторожным, Баран тоже говорит ему и выходит из машины. Баран входит в дом и бесшумно движется. Он оглядывается и начинает ждать. Пока Дилан смотрит на Мирана в своей комнате, Гуль говорит: я думал, мы приготовим что-нибудь выпить и проведем вместе долгую ночь. Дилан говорит: спасибо, Гуль, ты молодец. Когда Гуль говорит, что нам сегодня запрещено спать, Дилан отвечает, что да. Когда Гуль спрашивает Дилана, ничего плохого не произойдет, верно, Дилан отвечает: ни в коем случае этого не произойдет, не волнуйтесь, они оба благополучно придут. Баран и Ферат продолжают ждать в засаде. Ферату трудно не заснуть.
Наступает утро, но никто по-прежнему не входит и не выходит из дома. Тем временем Бэрон смотрит на фотографии Дилана и Мирана в своем кармане и кладет их обратно в карман. Пока Миран спит, девушки все еще ждут. Дилан приходит к нему и говорит: «Не бойся, сынок, твой отец придет, он вернется к нам, как всегда». Они смотрят Гулю в глаза, но из-за напряжения не могут найти слов. Ферат засыпает в машине с пистолетом в руке. За завтраком Харун и Ясмин рассказывают о ситуации Джавдета и Цеврии. Ясмин говорит, что иногда мне кажется, что в таком браке все может пойти не так. Харун говорит: «Почему ты так говоришь, они найдут способ и помирятся, в браке такое случается». Когда Ясмин собирается рассказать о предложении руки и сердца, звонит телефон, и Харун идет проверить это. Когда Цеврия не смогла найти Джавдета дома, она подумала о том, не была ли она слишком строга с ним. Джавдет приходит и говорит: «Я был неправ, извини, мне очень плохо, когда между тобой и мной все плохо». Он приносит Цеврии в подарок потерянные свадебные кадры. Затем они извиняются перед Цеврией и обнимают ее, говоря: «Я так тебя люблю, ты сделала меня таким счастливым». Джавахир подходит к дому и смотрит, есть ли кто-нибудь поблизости. Потом они ушли, и Баран Карабей сдался, но мне еще надо проверить, он смотрит по GPS, чтобы узнать, где находится Баран Ага. Наш Баран Ага крепко спит в особняке и идет домой за деньгами. Пока Баран ждет, дверь открывается и входит Джавахир. Бэрон направляет пистолет и ждет, пока он приблизится. Джавахир медленно оглядывается и подходит к барану. Собираясь снять капюшон, он видит ноги барана и быстро убегает. Баран кричит, чтобы он не убегал, и бежит за ним. Тем временем Ферат погрузился в глубокий сон. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.